Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать цветочные мотивы. Они подойдут для того, чтобы создать кофты, кардиганы, платья и многое другое. Поэтому ролик, я надеюсь, вам понравится. Сегодня буду использовать пряжу Газал Jeans. Здесь на 50 грамм 170 метров, и это полухлопковая пряжа. Возьму 3 оттенка, и у меня здесь два мотива. Серединка может быть белый или желтый, здесь на ваше усмотрение. Также нам понадобится розовый и зеленый цвет. Вязать буду крючком 3 мм. Также нам понадобятся ножницы, и если есть крючок чуть меньшего размера, то он тоже нам понадобится. Но если нет, то и этим можно справиться. А заказать пряжу, крючки, маркеры для вязания и многое другое можно на Яндекс.Маркете. Полезные ссылки я оставила у себя в описании под роликом. Переходите и заказывайте. Берем пряжу белого цвета и начнем мы с серединки. Делаем кольцо амигуруми, располагаем нить следующим образом и оборачиваем. Должно получиться перекрестие. Берем крючок 3 мм, заводим под нить, вытягиваем рабочую нить и теперь, придерживая круг, набираем воздушную петлю. Вытягиваем кончик нити. Дальше в круг мы провяжем 12 столбиков без накида. Для этого заводим крючок внутрь круга, вытягиваем рабочую нить, на крючке 2 петли, провязываем их, заводим крючок опять внутрь круга, вытягиваем рабочую нить, на крючке 2 петли, провязываем их. Получилось 2 столбика. Вяжем так, пока не будет 12. Посчитать их можно по вот этим косичкам. Первый, второй, третий столбик. Двенадцатый. Вытягиваем нить. Обрезаем, оставляя небольшой кончик. Дальше не вытягиваем. Берем вот эту нить от круга. Не рабочую нить, а именно, которую мы делали круг. И затягиваем так, чтобы затянулся круг. Дальше вытягиваем уже нить рабочую. Это у нас лицевая сторона. Поворачиваем на изнаночную. Заводим крючок поменьше за первый столбик, за обе стенки. И вытягиваем нить, которую вязали. Вот так будет выглядеть лицевая сторона. С изнаночной стороны вот эти два кончика завязываем на узел. Я советую сразу прятать все кончики нити вязания, чтобы потом этим не заниматься. Берем крючок поменьше, с изнаночной стороны завожу крючок за столбики, между ними протягивая нить. Обе нити точнее. После чего обрезаем. Дальше будем вязать розовой пряжей. Берем опять крючок 3 мм, лицевой стороной наш круг и заводим крючок за обе стенки столбика. Берем нить, вытягиваем рабочую нить розового цвета и теперь набираем 20 воздушных петель. Набираются они таким образом. Первая, вторая, третья,
4. Итак, 20. Теперь вот так я опускаю, и у меня получается разворачивается наш круг. Здесь я смотрю, чтобы косичка у меня была ровная, нигде не было перекрутов. И вот так поворачиваю. Теперь заводим крючок за следующий столбик. И нам нужно будет сделать соединительный столбик. Для этого вытягиваем рабочую нить из столбика. И теперь эту же нить протягиваем через имеющуюся петлю. Придерживая все нитки, вытягиваем. Первый лепесток готов. Дальше опять 20 воздушных петель. Первый, вторая, 20. Теперь опять провожу по этой цепочке, смотрю, чтобы нигде не было перекрутов. И завожу крючок за следующий столбик. Вытягиваю рабочую нить. Прохожусь еще через нить на крючке. И опять 20 воздушных петель. 20. Соединительный столбик за следующий столбик нашего полотна. Так делаю по всем столбикам. Всего должно получиться 12 таких лепестков. Все, захватила последний столбик, провязала лепесток, и кажется, что все, лепестки готовы. Но нет, если их пересчитать, у нас их получается 11. 12 сейчас еще довязываю. Когда мы провязали последний столбик, вот здесь захватили, то на самом деле еще один лепесток нужно провязать, чтобы у нас их получилось 12. И теперь заводим крючок за самый первый столбик. Делаем соединительный столбик, вытягиваем нить и обрезаем. Вытягиваем. Дальше поворачиваем на изнаночную сторону. Здесь у нас тоже кончик нити. Мы завязываем узелок. И эти две нитки прячем с изнаночной стороны опять между столбиков. Поворачиваем опять на лицевую сторону и берем пряжу зеленого цвета. Вязать зеленым цветом мы начнем с вами с угла. То есть вот эту часть сейчас провяжем и будем двигаться против часовой стрелки. Заводим крючок за лепесток, просто внутрь лепестка. Берем нить. Вытягиваем. И теперь набираем 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. При этом я придерживаю здесь и лепесток, и вот эту нить от начала вязания. Дальше я ее назад увожу. И вот так вот придерживаю. Набираю накид. Мы с вами будем сейчас вязать недовязанные столбики с одним накидом. Делаю накид. Завожу крючок за лепесток и за нить. Вытягиваю. На крючке должно быть 3 петли, мы провязываем только 2. 2 осталось. Делаем накид. Заводим крючок опять внутрь лепестка. Вытягиваем рабочую нить. На крючке 4 петли, провязываем 2. Осталось 3 петли, и мы их провязываем. Теперь набираем 5 воздушных петель.
Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Дальше накид, крючок внутрь лепестка. Вытягиваем, провязываем 2 петли. Опять накид, крючок внутрь лепестка. Провязываем 2 петли. Опять накид, лепесток. Провязываем 2 петли. И на крючке осталось 4. Мы их за один раз все провязываем. Получается вот такая вершина. Набираем 5 воздушных петель. Находим следующий лепесток. Заводим за него крючок. И делаем столбик без накида. 5 воздушных петель. Находим следующий лепесток. Заводим за него крючок. Вытягиваем нить и провязываем столбик без накида. За следующий лепесток делаем вершину. Получается у нас между вершинами по 2 столбика без накида. Вот здесь мы провязали, сейчас делаем вершину. Потом опять 2 столбика без накида. Потом вершина. 2 столбика, вершина, 2 столбика. А между этими столбиками 5 воздушных петель. Опять набираю 5 воздушных петель. Делаю накид. Завожу крючок за следующий лепесток. Провязываю 2 петли. Накид. За лепесток. 2 петли провязываем. Накид. Опять 2 петли. Получается у нас здесь столбики с одним накидом не довязаны с единой вершиной. У нас остается 4 петли, и мы их провязываем за один раз. 5 воздушных петель. Повторяем такой же элемент. Накид в лепесток. Провязываем 2 петли. Накид. Опять 2. Накид. И 2 петли провязываем. Опять остается 4. Мы их провязываем все вместе. Теперь 5 воздушных петель. За следующий лепесток провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель. Опять за следующий лепесток провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель. И уже делаем вот такую вершину. Так же, как мы делали ранее. Мы находимся уже вот здесь. Нам опять нужно набрать 5 воздушных петель. И сделать столбик без накида. 5 воздушных петель. Столбик без накида. 5 воздушных петель. И вершина. Вершину провязала, опять 5 воздушных петель. Столбик без накида. Воздушные петли. И последний лепесток также провязываю столбик без накида, после чего опять воздушные петли. 5. И здесь нам нужно соединить с началом вязания. Заводим крючок за столбик и делаем соединительный столбик. Вытягиваем рабочую нить, обрезаем. Дальше поворачиваю на изнаночную сторону. Вытягиваю нить.
закрепляю. Для этого делаю узел. И теперь заводим крючок вот за эти столбики и вытягиваю нить. После чего можно обрезать. А на этом сегодня все. Вот такой мотив у нас с вами получился. Если ролик понравился, то не забывайте поддержать его лайком и комментарием. Всем пока!